Друзья, всем привет! Сегодня моя задача сделать вторую алмазную коронку меньшего диаметра. 160 мм буду делать, это 200, но сделаю ее более простым и правильным способом. Вам все подробно покажу. Но прежде чем мы начнем, у меня маленькое объявление. Я хочу хоть как-то решить проблему с монетизацией. Дело в том, что в России, вы знаете, ее отключили. И для этого я создал свой второй канал Олега, где будут очень красивые залипательные видео под музычку. Канал будет рассчитан на зарубежного зрителя, но для начала мне его нужно немножко оживить и хотя бы вывести на монетизацию. Так что я прошу вас подписаться на него. Ссылочка будет в описании под видео. Поддержать просмотром, лайком, и можно оставить комментарий, желательно на английском языке. Будет интересно потом почитать. Ну а мы начинаем, и первым делом шлифую укороченный конус B18. Это будет державка для алмазных коронок. Поехали! Ах да, про ссылочку я сказал, да? Решил я затеять уборочку в мастерской. Вроде стол есть, но он вечно завален, поэтому немного распределяю инструмент. Эта стенка у меня временная, я планирую еще ее равнять со временем. Друзья, наконец-таки пришли алмазные сегменты с AliExpress, и я могу приступить к изготовлению второй алмазной коронки меньшего диаметра. Высота сегментов 10 мм, а толщина составляет 4,5 мм. И уже сформирован необходимый радиус. То есть эти сегменты можно использовать для изготовления коронок диаметром от 160 до 180 мм. Ну, теперь показываю вам, что форма сегментов соответствует необходимому радиусу. А теперь долгожданная токарка. Опа. И первым делом я займусь изготовлением дна. Сделаю его традиционным для себя способом на резьбе, так как у нас на канале токарное искусство, а не сварное. Первым делом от заготовки мне немного нужно отрезать лишней длины. Оба! Знатный бублик получился. Пригодится. Кстати, друзья, сейчас я использую максимальную подачу для своего станка К6. Это 3 мм на один оборот. И тогда сталь вообще прекрасно режется, а пластина не тупится. Ни дня без резьбы.
Готово. Теперь нужно изготовить дно. Резал резьбу и свадьба. Оп. Отлично. Сейчас обезжирю и посажу все это дело на красный герметик, на фиксатор резьбы. Вот что значит экономия металла. Должна быть экономной. Кстати, вы писали, почему не использовал огрызок трубы какой-нибудь, легко типа найти. Я объездил все ближайшие металлоломки. Ничего подобного я не нашел, кроме этого цилиндра подходящего диаметра. Так что я пытаюсь все-таки идти по этому пути. И причем задача была найти две трубы. Одна диаметром 160 мм, вторая, как вы помните, вот она, 200 мм. А так у меня с одного цилиндра получилось две коронки. Сделал проточку на цилиндре, чтобы можно было удобно и точно позиционировать пластины. Теперь можно припаивать. Теперь приведу коронку в более эстетический вид, также немножко проточу стенки, сделаю их тоньше, чем саму режущую часть алмазных пластин. И также нужно внутри нарезать резьбу для крепления на укороченном конусе B18. Ты лучше скажи, коронки тебе нравятся? Коронки? Ну, можно, на зубы можно такие поставить, сделаешь? Это ж, конечно. А золотые делаешь? Золотые сделаю для тебя. А ты пока кофе делай. Я подготовку сделаю. У меня последняя норка осталась. Все, пылеотвод готов. Итак, друзья, наконец-таки готово. Сам для себя неожиданно стал мастером по изготовлению алмазных коронок. Вот эта технология уже более совершенная. Хотелось бы еще попробовать пайку алмазных пластин индукционным нагревателем. Ну, как-нибудь потом. А пока нужно доделывать плавильню. Ставим, пробуем. На сверлильном уже установлена самодельная универсальная оправка с укороченным конусом B18. Это будет не только для алмазных коронок, для всех подобных приспособ. Сделал супер крепление, чтобы не держать кирпич руками при сверлении и чтобы он не разваливался. Вот. Отцентровал по большой коронке. Можно сверлить. Вторая попытка, на этот раз решил стянуть по кругу скотчем малярным, может быть, предотвратит от растрескивания. Вроде половину уже прошел, скотч свое дело делает, защищает от растрескивания. И сверлю очень аккуратно, не спешу, без особого давления. Должно все получиться.
Друзья, ну вроде получилось. Сколов не видно. В конце я сделал ошибку, оставался где-то сантиметр. Я попытался сверлить с водой, но сделал только хуже. Не было пылеотвода, пыль просто там забивалась, и сверление становилось невозможным. Кое-как досверлил, где-то полчаса на это потратил, на сантиметр. Старался не испортить. Давайте раскрутим и посмотрим, что получилось. Есть. Ну что, вроде целая. Вот вы видите, когда я добавил воду, вся пыль превратилась просто в подобие глины и начала препятствовать сверлению. Короче, надо сверлить аккуратно, на сухую, не спеша. Вот такая облицовочка получается. Так, по-моему, шамотный кирпич еще никто не сверлил. Попробую вставить внутрь. Посмотрим, сколько мне нужно таких сегментов примерно и как это будет выглядеть. Получается, еще 3 кольца таких мне нужно вырезать. И дно. Ну, дно, наверное, толщиной 2 сантиметра. Тоже круглое вырежу. Давайте заглянем вовнутрь, покажу поближе, как выглядит облицовка. Довольно-таки точно все получается. Я посчитал, мне нужно еще высверлить, вырезать 3 таких кольца и дно. Завтра, наверное, буду целый день сверлить, не спеша, потихоньку, аккуратно. Все очень точно получается. Есть небольшой тепловой зазор. И также благодаря этому зазору будет возможность поменять облицовку, если что-то с ней случится. Напомню, этот шамотный кирпич в виде полуколец будет играть с защитного слоя. Ну, а шамотно-волокнистые плиты – это теплоизоляция, отличная теплоизоляция. Ко мне тут под конец дня гостья зашла и устроилась на поверхностной плите. Как раз успел досверлить все сегменты и вырубили свет. Но задание выполнено, посмотрите. Ай, красота! Зачем ему круглые кирпичи? Я очень доволен сегодняшней проделанной работой. Конечно, жизнь я себе усложнил алмазными коронками, облицовкой. Но я хочу, чтобы плавильня прослужила долго, чтобы все сделать по уму, качественно. Многие вообще берут корпус, заливают внутри гипсом, и как бы плавильня готова. Но у Олега другой путь, вы меня знаете. Друзья, обещал держать вас в курсе, что с монетизацией. Помните, была проблема с выводом с YouTube, с AdSense, потому что банк Тинькофф хотел себе за каждый перевод $200. Ну, в общем, подключил я сервис Rapido, успешно вывел денежку. Rapido, по-моему, берет 2,5% себе. Это приемлемо и это отлично. Но, друзья, посмотрите, какой у меня заработок на YouTube за прошлый месяц. Он составил $268. Это скрин с моей творческой студии. Все вы знаете, что просмотры в России просто не засчитываются. И понимаете, что на такую сумму просто не продержаться целый месяц. Я один не смогу. И для сравнения посмотрите, сколько я зарабатывал в феврале. Больше $1000. И мне вполне хватало этих денег, чтобы работать, самостоятельно развивать канал. В общем, друзья, если есть у вас такая возможность, я прошу, очень прошу поддержать канал финансово, чтобы канал продолжил жить. Очень не хочу я бросать то, что я развивал 5 лет. YouTube канал, мастерскую и возвращаться к своей прошлой деятельности. Я 10 лет до этого занимался отделкой помещений. Я хочу продолжить для вас снимать позитивные, качественные видео на токарную тематику, продвигать токарное искусство в массы, так сказать, мотивировать вас, поднимать настроение. Так что, ребятки, искренне еще раз хочу попросить поддержки. Для вас под каждым видео удобные ссылочки. Ну а у меня на сегодня все. В следующем видео плавильня, надеюсь, даст Бог, уже будет закончена. Всем пока, скоро увидимся.